Вон приехал наш холодильник. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале Marianna's Home. Здесь я рассказываю о расхламлениях, уборке в своей квартире. Как вы поняли из названия видео, мы купили новый холодильник. Я засняла весь этот процесс от самой уборки старого холодильника до подготовки места для нового холодильника. И хочу с вами этим поделиться. А помимо самого процесса уборки, я решила, почему бы немного не рассказать вам о себе, чтобы стать немножечко ближе к вам. Если кто не знает, то мы с мужем живем в Корее уже около 10 лет. И в эту квартиру мы переехали, когда я еще была беременная. Это произошло в 2019 году, то есть уже более 4,5 года мы живем в этой квартире. Кстати, это наше такое первое жилье, которое мы снимаем вместе. И, в принципе, у меня это тоже мой первый опыт съема жилья в Корее. Если кто-то спросит, как так получается, что в Корее ты живешь 10 лет, а жилье снимаешь только первый раз, что я делала и где жила около 5 лет. Все это время я жила в общежитии. В Корею я приехала изначально, чтобы поступить на магистратуру. И в итоге, да, я поступила и проучилась в Академии корееведения. Там я, кстати, и познакомилась со своим мужем. И поэтому все это время, то есть мы жили в общежитии. Но давайте вернемся к нашей квартире. Когда мы в нее заезжали, на самом деле мы точно не знали, насколько долго мы здесь останемся, как долго мы будем здесь жить, потому что когда ты только вот еще студент, затем ты находишь работу, плюс у вас мультикультурная семья, и у вас вот-вот родится ребенок, то вот в этой атмосфере нестабильности, что ли, ее так назвать, ну, не в каком-то негативном смысле, я думаю, вы меня поймете, просто от того, что у вас очень много вопросов, огромная какая-то бездна неизвестности, то ты не до конца понимаешь, останешься ли ты здесь. То есть даже если сейчас, окей, ты здесь, насколько, как долго ты будешь и собираешься здесь жить, и вообще хочешь ли ты этого, либо ты хочешь, не знаю, переехать в какую-то другую страну. То есть вопросов просто миллион. Так вот, на тот момент у нас не было прям четкого плана. Поэтому, если говорить о квартире и, например, конкретно про холодильник, то когда мы сюда заезжали, мы покупали в основном недорогую бытовую технику. Если даже вы посмотрите мои какие-то предыдущие видео про уборку, вот у нас стоял вот этот двухкамерный маленький холодильник белый. Также у нас стоит, кстати, до сих пор обычная стиральная машинка недорогая. Сушки у нас нет. Хотя для Кореи, если вы, не знаю, смотрите каких-нибудь других корейских блогеров, многие, да не многие, все молодые семьи, например, если они выходят замуж, женятся, заезжают в новую квартиру, они полностью закупают хорошую, качественную бытовую технику. Но когда мы заезжали в эту квартиру, мы так не сделали. И чуть попозже я расскажу, почему. Также расскажу, сколько у нас заняла, в принципе, покупка нового холодильника. А пока покажу, что в итоге из себя представляет расхламленный холодильник и как он выглядит внутри. Давайте покажу вам холодильник после того, как я все вытащила из него. Еще я уже его отключила. Вот, посмотрите. Хотела сказать чистенький, но грязненький. В том плане он грязный, но чистый от всех продуктов. То есть пустой. А морозилка вообще там просто жесть, ребят.
Я даже боюсь показывать вам близко, но покажу. Пусть я соберу все самые ужасные комментарии на этом свете, но это жесть. Здесь мы просто всегда храним этот мусор пищевой, поэтому все так печально выглядит. И если быть честным, то, наверное, я пару раз только протирала там, и все. Ну что, ждем новый холодильник. Старому говорим прощай. С тобой было хорошо, весело. 4 года. Нет, кстати, он отработал замечательно, ну и работал хорошо, но мы решили, что все-таки можно уже что-нибудь и побольше купить. Поэтому прощай. Та-дам! Ребята, зацените! Новый холодильник! Это просто супер какой-то! Я прям так рада и счастлива! Внутри еще ничего нет. Мы выбрали, ну как, в основном я выбрала вот такой зеленоватый цвет и оттенок. Долго думала между каким-то бежевым, но бежевый мне показался скучным каким-то. И, кстати, вот эти панели, вот если реально прям захочется, их можно поменять. Поэтому я решила взять тот цвет, которому у меня лежит душа. Это был вот такой зеленоватый оттенок. И потом, думаю, если прям захочется, то поменяем на какой-нибудь другой цвет. Давайте я вам сделаю мини-обзор еще вот так. Покажу холодильник. Вот, посмотрите, он пока чистенький, не заставленный. Потом через час надо будет все уже поставить. Сказали, через час. Сейчас он нагонит весь воздух. Интересно, вот эту надо убирать или нет? Как вы думаете, это надо отодрать? Да, я думаю, что это можно и убрать. Даже мне оставили липучку отодрать, потому что здесь все было в липучках, но мне ничего не позволили отдирать. И что еще? И морозилочка. Ти-ти-ти. Вот такой холодосик. Супер. Ребята, я что-то так рада, прям... Ой, давно надо было это сделать, на самом деле. Наконец-то мы сделали это с мужем. Мы купили нам новый холодильник. Напишите, как вам цвет. Вот такой. Мне очень нравится. Это что-то между зеленым, мятным. Это, мне кажется, даже больше... Это фисташковый. Вот такой фисташковый цвет. Так что можно в интерьере еще что-нибудь такое фисташкового положить. Хотя вот у меня есть всякие, если полотенчики. Здесь гора посуды, потому что и всего остального продуктов. Потому что я разбирала же старый холодосик. И вот что приключилось из этого. Вот зелененький, видите, такой. Но надо посмотреть, что еще можно придумать. Короче, поздравляйте с обновками. Кстати, кто не знает, для справки рассказываю. Если ты снимаешь квартиру в Корее, чаще всего это либо вилла, либо апаты, это такие многоквартирные дома, то там ты заезжаешь в пустую квартиру. Если предыдущие жильцы, либо хозяева оставили вам печку, либо стиральную машину, либо кондиционер, что вряд ли, то вам крупно повезло. Так вот, если вы заезжаете, то обычно вы заезжаете в пустую квартиру без ничего. И люди обычно все это покупают заранее. Либо если они уже переезжают со своим багажом, то все это завозится, да, перевозится из одной квартиры в другую. Так как у нас
наше предыдущее жилье — это общежитие, то, естественно, кроме своих каких-то личных вещей, бытовой техники у нас не было, поэтому все это мы покупали изначально сами. Плюс, помимо бытовой техники, согласитесь, вам нужна кровать, матрас, стол, стул, какой-то диван. Все это вам необходимо. И это тоже все дополнительные расходы. Кстати, если кто-то думает, что на покупку такого холодильника мы решились за пару дней, либо неделю, то на самом деле нет. Мы планировали эту покупку еще год назад, может быть, даже больше. И в итоге купили вот только сейчас. То есть прошло 100% больше года. На тот момент я еще не чувствовала какой-то срочной необходимости в смене холодильника. То есть меня абсолютно устраивал наш маленький холодильничек. Но потом в какой-то момент я поняла, что после похода в магазин не все продукты помещались в старый холодильник. Плюс у нас была очень маленькая морозилка, что не позволяло делать и хранить запасы замороженной еды. И меня это не совсем устраивало. Причем, когда наш сын был еще маленький, нам как-то хватало вот этого маленького холодильника. И то есть сейчас уже со временем, когда сын растет, ему вот уже 4 года, это полноценный член нашей семьи, который тоже уже кушает достаточно. То есть еды мы стали покупать больше. И, естественно, нам понадобился вот такой холодильник побольше, к чему все это и привело. Покупки вот такого нового холодильника. Кстати, если хотите, чтобы я еще дополнительно сняла видео и рассказала об этой модели, об этом холодильнике чуть подробнее, то обязательно пишите комментарии под этим видео. Я надеюсь, вам понравилось вот такое видео-рассказ. Также делитесь в комментариях, как вам вот такой новый холодильник. Купили бы ли вы себе такой трехкамерный большой холодильник домой, или, в принципе, двухкамерного всегда более чем достаточно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, и увидимся в следующих видео. Пока!